Мы ждали этого более полугода. Тишина в мире Miraculous нарушилась. На недавней выставке Licensing Expo 2024 состоялось специально закрытое мероприятие, посвященное миру Miraculous, где авторы сериала рассказали о грядущих новинках, а главное, анонсировали новый спешл. И да, это Лондон. Синопсис, который повергнет вас в шок. 2 постера, а также анонс еще 2 новых игр по Miraculous с графикой вау уровня. И по мелочи мы разберем подробно именно сейчас. И конечно же, мы начнем с самого сладкого. Это новый спешл. Не так давно в одном из видео мы гадали, какой тематики будет один из грядущих новых спешлов. И да, Лондон мы обсуждали. Miraculous мир. Лондон. На краю времени. Именно так звучит подзаголовок нового спешла. И, о май, это выглядит сладко. Но все по порядку. Перед тем, как выдвинуть теорию о сюжете, давайте прочитаем предварительный синопсис спешла. Маринет, ныне Хронобаг, вместе с Банникс должны спасти будущее, разгадав тайну того, кто узнал тайну личности Маринет Дюпенчен, когда и как он украл ее камень чудес. На протяжении всего приключения они поймут, что у камня чудес мотылька появился новый владелец, тот, кто раскрыл ее главную тайну. Леди Баг может предотвратить свой конец, только победив своего противника. И да, снова путешествие во времени. Вроде не избитая тема, но мы явно ждали не такого поворота сюжета. Откатимся немного назад, а давайте вспомним для начала, каким планировался спешл Лондон еще давным-давно. Главным героем спешла, помимо Леди Баг и Суперкота, должна была стать Мисс Роуз вместе со своей сестрой, которая является волшебными шпионами. Спешл планировался в детективном жанре с загадками, игры разума и шпионской тематикой. Я не просто так решил вам напомнить о первоначальной задумке, от которой, как мы уже видим, ничего не осталось. Потому что... грустно. Блинчик, хотелось уже что-то посерьезней, повзрослее. А тут у нас назад будущая часть 3 версии Miraculous. Напишите в комментариях, насколько вы рады полной переработке спешла Лондон под тематику путешествия во времени. Но мы переносимся в насущее, и давайте уже разберем синопсис и постеры, что на них показано крупным планом, а также что вы уже успели упустить. И начнем с базы. Не буду лить воду и скажем прямым языком. Шериз узнала тайну личности Леди Баг. И этот момент нам покажут в самом спешле, так как на момент финала 5-го сезона Шериз не знает об этом. Она этим воспользуется, и это заметит Банникс, которая, как и в спецэпизоде Белый Кот, выхватит Леди Баг из реальности в приключении по таймлайну и исправлении оплошности. И да, Леди Баг узнает, что камень чудес мотылька окажется в руках нового злодея. И даже, наверное, узнает, что этим злодеем является Шериз. О чем это я? Пока сюжет не кажется сверхъестественным, хоть и ставки невероятно высоки, но мы все равно знаем, что раз уже героине нужно будет победить своего противника, это значит, что Шериз будет побеждена. По крайней мере, об этом говорит синопсис. И давайте сопоставим 1+1. Помните ту сцену из самого финала 5-го сезона? Эти молнии, магические эффекты и шоковое состояние Шериз, дав нам почву для размышления. А что если этот кадр является финалом нового спешла? Что если, когда Леди Баг узнает о новом противнике, узнает, что это новый владелец мотылька и победит его? Леди Баг и Банникс степнутся во времени в этот самый момент к Шериз и просто заберут у нее талисман мотылька. И вот, концовка спешла — победа над Шериз. В целом, это звучит почти логично. Но не волнуйтесь, не все так складно. Во-первых, можно ли считать, что данная теория не нарушает закон Банникс о вмешивании в события прошлого? Во-вторых, эта моя теория приводит злодеяние Шериз к финалу. Тут она и будет побеждена, хотя на это не особо-то и намекает сюжет 5-го сезона. Наоборот, сюжет всячески нам кричит о важности этой Шериз, как нового глобального злодея будущих сезонов, а не локальной истории. Так что, несмотря на то, что Шериз узнает о тайной личности Леди Баг, а Леди Баг узнает об этом факте, далеко не факт, что при этом Леди Баг узнает о тайной личности мотылька. И события будут напоминать Белого Кота. Когда Суперкот узнал о тайной личности Леди Баг об этом узнала, но при этом она не узнала, кто является Суперкот в обычной жизни. Надеюсь, я вас не запутал. Давайте я еще вам расскажу информацию касательно этого очень таинственного момента Шериз в конце 5-го сезона. Как заявили авторы проекта, то, что увидела Лила в финале 5-го сезона, мы к этому не готовы. Это просто информация вам для мыслей. А я расскажу еще об одном заявлении авторов, который говорит о том, что новый 6-й сезон Леди Баг начнется с того же места, где закончился 5-й. А если в конце спешла, по моей теории, мы заявимся как раз таки в эту сцену конца 5-го сезона, то без всяких проблем и прыжков во времени мы сразу очутимся в 6-м сезоне, как и заявляется. Обязательно пишите комментарии касательно этой теории. Сделают ли авторы Белого Кота 2.0? Сольют ли Шериз или придумают нечто новое, что мы пока не можем
можем понять. И самое важное, я обязательно прочитаю ваши комментарии, и основываясь на ваших теориях, я создам новое видео по спешлу и разберу новые интересные моменты из анонса спешла, а также разберу самые интересные комментарии с упоминанием авторов этих самых комментариев. Так что я вас ожидаю ниже под видео. А пока что перейдем к быстрому обзору официального постера к спешлу Лондон. И не к одному, а аж к двумя. Первое, что бросается в глаза, это очень необычный рендер главной героини. Присмотритесь, неужели это тот самый ап графона, о котором нам не раз уже говорили авторы? Если это так, то это выглядит очень круто. Ну и вкратце разберем задний план. Первое, несложно догадаться, является кадром из финала 5 сезона с Маринет и Адрианом на заднем дворе дома Агрестов. Далее также кадр с финала 5 сезона, но с Бакнуар и Габриэлем под домом Агрестов. Далее уже сложнее, но можно заметить клетки с квами, которые появлялись на протяжении почти всего 5 сезона, а также наша мини-банникс на фоне Лондона. В целом, это все знакомые нам кадры и образы, кроме вот этого персонажа. Какая-то таинственная личность в маске. Вы, наверное, сразу подумали, что это первый взгляд на злодея спешла, то есть на Шерис в образе главзлодея. Но я предложу вам более интересный вариант. Мы знаем особенность спешлов Леди Баг. Это путешествие в какие-то неизведанные нам локации мира Мираculous, в том числе и из параллельной вселенной, а также обязательно добавление в каждый новый спешл новых героев. Заметьте, что в синопсисе не указан никакой новый персонаж, кроме Лайлы с талисманом мотылька. Но ведь это база. Конечно, у нас упоминается охрана Баг, то есть Леди Баг с совмещением талисмана кролика, как я могу судить. Но что если этот персонаж является новым героем мира Miraculous, как Фэй или та же Леди Баг из параллельной вселенной? Он появится неожиданно, но сыграет важную роль в сюжете. И раз уж мы говорим о путешествиях во времени, под маской может скрываться кто-то уже и знакомый нами, только из будущего. Чисто к примеру, какой-нибудь Лука, который в будущем после поражения Леди Баг начал в соло со своим скилл кунг-фу бороться с Шерис, и в ходе сюжета присоединиться к нашим героям. Это чисто пример. Либо это Лайла, да. И она создает себе самый скрытый костюм, чтобы даже не был понятен пол нового злодея. А вот свои догадки вы также пишите в комментариях. Но все равно Шерис смогла уместиться на данный постер. Как? Надеюсь, вы заметили, но все эти кадры серии запрятаны в рамку бражника, что говорит нам о ключевой роли Камня Чудес Мотылька в данном сюжете. А, ну еще часы Банникс. Вместо ее Леди Баг на логотипе. Ляпота. И еще один постер к спешлу. Официальный. Вы можете его пока разглядеть. Но разберем мы данный спешл более подробно в следующем видео. Так что обязательно оставляйте подписку на канал, чтобы не пропустить новый разбор. А остальные ставьте лайки. Так новое видео выйдет гораздо быстрее. И вот, пока это вся основная информация по спешлу. Ожидаем его премьеру так же, как и премьеру 6 сезона, в 4 квартале года, то есть в октябре-декабре. Это логично, ведь этот спешл расположен сразу после 5 сезона и сразу перед началом 6. Но грустным, что ждать еще долго. Но недолго ждать новых подгонов от Miraculous. Да, на конференции анонсировали не только спешл, но и 2 новые видеоигры. Игра Леди Баг на PlayStation 5, а это уже уровень. На плойке недопустимо плохая графика и бессмысленный геймплей. Так что этот проект выглядит очень классно. Имя игры будет Париж в осаде. И выход планируется на консоли в ноябре этого года, рядом со спешлом и стартом 6 сезона. Капец, осень будет ультра жаркая. Там еще и 2 сезон Аркейна выходит. Но перед этим мы сможем насладиться еще одной игрой по Леди Баг от авторов не для консолей. Леди Баг Парижский рывок. О чем будет игра и на какой платформе, неизвестно. Зато выйдет где-то летом. Ждем, так сказать. В целом, кроме приватных разговоров о 6 сезоне и анонс бесплатных эпизодов для YouTube канала, нам больше ничего не показали. Но мы не жалуемся, просто ожидаем жарких новостей. А пока что разбираем на пикселе то, что имеем. До дыр. Чтобы не пропустить никакую новость и никакой анонс, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Я не захламляю его абы чем, но активно общаюсь с подписчиками и публикую самые важные новости касательно Miraculous и моего YouTube канала. Мир Леди Баг Суперкота жив. А мы огненно этому рады. А я благодарю вас за просмотр видео. Скоро обязательно встретимся в новом. До новых встреч!